Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас пока хорошая погода, будем начинать делать террасу своими руками. За моей спиной доска 200 миллиметров на 50, доска естественной влажности, она уложена в штабель, уже лежит где-то недельки две, немножко подсохла, надеюсь, уже немножко облегчила. У меня было мнение, какое взять либо сухую строганную доску, либо доску естественной влажности. Во-первых, терраса у нас будет открытая, терраса будет у нас под всеми осадками, под солнцем. То есть я решил, что нет смысла переплачивать, то есть можно взять обычную доску естественной влажности. Да, придется, конечно, помудохаться, немножко ее построгать, потому что я уверен, есть разбег перепада, где-то 200, где-то 200,04, где-то 198, то есть когда будем работать, посмотрим. Сегодня мы будем делать обвязку. Ладно, на самом деле просто куб доски естественной влажности стоит 20 тысяч, а сухая строганная 40 тысяч. И тут лежит 3 куба, то есть можно было 60 тысяч переплатить, получить, конечно, чистенькую ровненькую досочку, но нафиг она нужна на террасе, под террасой, для обвязки, для лак. Короче, я просто не стал переплачивать, сэкономил 60 рублей, лучше я эти деньги отправлю на террасную доску покрытия. А с этой доской немножко повозюкаемся, ее обработаем пропиточкой, все как надо. Короче, сегодня мы делаем обвязку, покажу вам, как собрать обвязку из пакета досок правильно, ну, как знаю я, и я уверен, эта инфа кому-то пригодится, потому что почему выгодно собирать обвязку из пакета досок? Да, я согласен, если взять брус 150 там, на 200 или 100 там, ну, 100 на 200, допустим, да, сделал, запил лапы, собрал, скобами стянул, все, это быстрее. Но брус естественной влажности 100 на 200 весит, я не знаю, полтонны, наверное, и в одну каску его нереально перетащить, даже если там с супругой. Благо у меня сегодня есть помощник, там младший брат, то есть буду ему показывать азы строительства. Поэтому, друзья, если вы строите в одну каску, делайте из пакета досок. Да, это дольше, да, это муторнее, надо где-то подровнять, все это стягивать шпильками, но зато не спеша, бережем здоровье, силы, ну и немножко учимся. Так, забегая наперед, хочу сказать то, что у нас установлен фундамент. Фундамент у нас свайно-винтовой. Ставили мне ребята из компании КЗС. Свая у нас 76-я. Первый ряд у нас 3-метровая длина. Ближний ряд к дому 2,5 метра. То есть, чтобы можно было поймать нормальный перепад. Все задумано таким образом, чтобы терраса делила финишное покрытие верхней террасы посередине, чтобы нам получить двойную лесенку, чтобы она не была вот такая крутая, а была двойная лесенка, чтобы спокойно, безопасно было подниматься. Ну и плюс был подиум, потому что лето, сюда детский бассейн, столик, стульчики, какой-нибудь зонтик от солнца, лежак, то есть терраса будет функционировать на все 500%. Поэтому сейчас начинаем с доски, начнем ее торцевать. И будем выкладывать первый ряд пакета досок. В общем, все покажу, все расскажу. Поэтому понеслась.
Так, друзья, давайте я вам немножко расскажу, что мы сделали. То есть зарезали мы доску 50 на 200, чтобы собрать внешний контур обвязки. Напоминаю, у нас обвязка будет из пакета досок. Сначала собирается внешний контур, потом добавляются внутренние доски, потом поперечины. Ну, это я вам все в дальнейшем покажу, как собираться будет вот эта елочка. С одной стороны, если бы это был бы дом, домик там, для постоянного проживания, дачный домик, то обязательно должен быть проект, друзья. Не забывайте, всегда делайте проект, там, у кого-то заказывайте, покупайте, ищите проектировщика или сами рисуйте хотя бы на листе бумаги, потому что по проекту собирать это просто как конструктор. Ума особого не надо. У нас эта терраска, я размеры знаю все в голове, она у меня 3 на 11,5, то есть я машинально просто добираю доски прям по месту. Ну, я знаю, как это должно быть, как это должно выглядеть. Пока доска у нас просто уложена, она еще не пробита, она где-то есть немножко волной, то есть это будем все вытягивать, подравнивать, где-то рубаночком проходить. Как бы тут ничего сложного, тут любой домашний мастер, начинающий строитель сможет собрать такую конструкцию с помощью моего видоса, то есть тем более он сможет как бы познать, скажем так, базовые все эти нюансы. И сейчас, кстати, на сегодня вообще проблема найти строителей и ну, там кто-то строит дом или баню, какие-то постройки. Найти нормальных строителей очень тяжело, друзья. Если вы умеете махать молотком, занимаетесь стройкой для себя, то есть хотите на этом зарабатывать, то я вам смело рекомендую залететь на Авито услуги. В разделе ремонта строительства сейчас очень требуется много мастеров, то есть реально заказов дофига, а мастеров не найти. Поэтому если вы умеете махать молотком, друзья, я оставлю ссылку в описании. Я сам не раз размещался в Авито услугах, предлагал свои, скажем, навыки: собрать шкаф, построить дом, построить баньку, беседочку, тоже собирать какие-то мелкие каркасные постройки. То есть, ну, я люблю работать с деревом. И также вам смело рекомендую, заходите на Авито услуги, в разделе ремонта строительства оставляйте свое объявление, получайте кучу заказов, зарабатывайте деньги и занимайтесь любимым делом. Мы сейчас будем выравнивать углы, будем сколачивать все на гвозди. Гвозди я буду использовать 90-е ершоны. Забивать будем все пистолетом, экономим время, экономим силы и работаем на скорость. И при этом не теряем в качестве. Поэтому продолжаем, меньше слов и больше дела. Так, друзья, сразу не отходя от кассы, вы видели, я бью пистолетом. Пистолет у меня тоевский. Пользовался старенькой моделькой, сейчас взял поновей модельку. Из плюсов, да хер его знает плюсы. Побюджетнее, как бы, хочу попробовать девольтом поработать. Я думаю, со временем тоже возьмем пистолетик, посмотрим. Но в любом случае, минусы какие в этом пистолете? Он работает также от газа. Погода хорошая, работает нормально. Если погода минус, газ работает хуже. Также аккумулятор. Да, это удобно, мобильно, ты можешь лазить где угодно, но опять же, если морозы, аккумулятор работает меньше. Если память не изменяет, газового баллончика хватает на 1200-1400 гвоздей, аккумулятора, по-моему, раза в 2 больше, то есть 2-2500. Точно не помню, можно зайти в характеристики посмотреть. Пистолетом доволен. На что-то менять другое, не знаю, поработаем девольтовским, может, со временем, посмотрим, сравним. Там уже газ не нужен, там только аккумуляторы. Третий вариант — это брать пневмоинструмент. В комплексе, возможно, это выйдет дешевле, то есть взять компрессор за 8, взять пистолет за 15. Ну да, будет дешевле, но вы будете привязаны к шлангу, поэтому тут плюсы, минусы, фиг его знает. Как бы для домашнего мастера такого пистолета за глаза, а вы уже сами думаете.
Так, друзья, пробили мы гвоздиками первое основание. Сейчас будем брать рулеточки и замерять диагонали. Надо еще, конечно, найти такую рулеточку. Тут 11 метров, если на скос, метров, наверное, 14. Сейчас посмотрим, если найдем длинную. Если нет, будем квадратами. То есть, если так посмотреть по краям, то есть видно, что, ну, чуть-чуть пляшет, но это можно как бы все сейчас выровнять. То есть, а так, в принципе, полет отличный. Поэтому сейчас будем выравнивать диагонали, где-то двигать, бегать, и там я вам расскажу, что будет дальше. Далее, друзья, прежде чем добивать доборные доски, надо сначала обработать все антисептиком. Друзья, я антисептиком пользуюсь Forbitex Wood. Смотрите, какие нюансы, друзья. То есть вот так выглядит этикетка. Я закупался давно, то есть я сразу беру большим объемом, потому что где-то построить надо что-то, где-то обработать. Фишка в чем? Я покупаю концентрат. То есть важно, читайте, друзья, инструкцию. То есть тут у меня концентрат 1 к 5. То есть на 1 литр концентрата уходит 5 литров воды. Все это потом миксером взбиваем и через краскопульт можно обрабатывать. Какие нюансы хочу рассказать, друзья, по этому продукту. Во-первых, я стараюсь брать без запаха. Когда я обрабатывал свой дом, я пробовал разные антисептики, трудно вымываемые, они такие вонючие, что можно потом травануться и 2 недели ходить, не знаю, не чувствовать ничего. Во-первых, обращайте внимание, чтобы было по минимуму запаха, это раз. Во-вторых, терраса у нас будет открытая под дождем, под солнцем, под снегом, под всеми осадками. Сразу берите трудно вымываемый и глубокого проникновения. Это очень важно. Ну и стандарт защиты от жуков. Тут у меня нету огнезащиты, потому что, ну, нафиг она нужна на террасе. У меня тут чисто био, чисто от жуков, от плесени, от всего. И желательно обрабатывать в 2 слоя, потому что у меня, ну, в моем случае, потому что у меня терраса под открытым небом, все осадки, весь трэш будет на нее поливать. Если по местности не найдете, то можете зайти в интернет-магазин «Территория». Я обычно оставляю промокод, но это мой промокод на скидку, но своим подписчикам, как бы, кто покупает, ради бога, пользуйтесь. То есть мне от этого ничего не прилетает, а вам там 5-10% скидка тоже приятно, потому что если берем антисептика на целый дом, то таких баклажек надо штук 5-10. Ну, как бы у меня такой расход. Я не знаю, может там кто-то мажет кисточкой 2 метра и все, этого хватит. Я заливаю так, чтобы по самые помидоры. То есть у меня вот крыльцо залито настолько, оно коричневое уже 2 года, то есть это просто антисептиком обработано, и полет вообще шикарный. Поэтому берите на вооружение. Подготовили мы ведро. Он, кстати, у меня прозрачный. Его можно использовать во внутренних помещениях тоже, потому что не имеет запаха. Обычно используют прозрачный для того, чтобы потом можно было отделку покрыть там маслом, краской какой-нибудь, то есть чтобы скрыть антисептик. Так как у нас улица, у меня остался где-то колер стоит, вон там коричневый. Я сейчас добавлю немножко колера, но чтобы было видно, где мы обработали. И с помощью краскопульта аккумуляторного сейчас будем все это дело поливать. Ну, сейчас я вам все подробно расскажу, поэтому запоминайте. Так, друзья, налил я, смотрите, 5 литров воды. Далее, для удобства, ну, скажем так, лайфхак для чайников. Я взял рулеточку и сделал отметки, где сколько какой жидкости. Вот на 5 равных частей. То есть сейчас выливаю вот до сюда, и это у нас будет на 5 литров воды. Возьмем немножко красителя. Получится цвет кофе.
Сейчас я обработал все антисептиком верхний слой доски. Она сейчас чуть-чуть подсохнет. Далее я ее поднимаю и прижимаю к первой доске, которая у нас идет по контуру. Чтобы доска лучше связалась, я буду использовать пеноклей универсальный, то есть промазывать просто две полосы, прижимать доски, стягивать струбцинами и пробивать гвоздями. В дальнейшем я каждый метр пущу еще 12-ю шпильку с усиленными шайбами и гайками. Это в дальнейшем увидите. Таким образом мы получим это единое такое соединение жесткое, в дальнейшем которое можно спокойно пройти рубаночком и вывести все основание в ноль для установки лак. Но это уже другая история.
Так, друзья, ну давайте немножко подведем итог. Я собрал полностью обвязку, полностью прокрутил все шпильками, плюс-минус каждый метр, где-то 90 сантиметров, где-то 80, где-то, может, ну, метр 0,5, но вот в идеале каждый метр. То есть плюс-минус у меня это все совпадает. Шпилька 12, шайба усиленная, гаечка. По внешнему контуру засверлился перьевым сверлом 38 миллиметров, она идеально подходит для гаечки. И утопил, ну, чтобы вдруг там когда-то на террасе будем сидеть, там ноги свесим, да, ну, все равно, возможно, в будущем я зашью лицевую часть, как-нибудь отделаю, это все равно со временем придет. Уже темнеет, чтобы вас не мучить тоже съемкой, роликом, потому что видос получился очень длинный, но он очень информативный. И если кто-то будет строить своими руками, посмотрев это видео от А до Я, он по-любому поймет, даже если просто он умеет забивать молотком гвозди и больше ничего не умеет. То есть есть стандартная пила, то любой человек, посмотрев это видео, сможет собрать себе такое хорошее, надежное перекрытие. Досочки все склеены, скручены, прикручены к сваям мебельными гвоздями. Мне осталось что? Пока еще совсем не потемнело. Я сейчас пройду чуть-чуть рубаночком, подровняю немножко плоскость. И еще разок полностью обработаю антисептиком, чтобы полностью все хорошенько впиталось. И чтобы было это как бы подолговечнее. Как бы много антисептика не бывает. Особенно, когда ты используешь террасу на улице. Поэтому, друзья, поставьте лайк этому видео, если оно было реально полезно. Вам не сложно, а мне приятно. Плюс это, как говорится, помогает немножко продвижению ролика. Обязательно напишите комментарий, как вам перекрытие, кто такое собирал. Может, какие-то косяки вы увидели, которые я не увидел. Может, меня смотрят мастера, которые имеют скилл лучше, чем у меня, и дадут еще пару советов, подсказок. Я буду только рад. Это также будет полезно моим подписчикам, которые смотрят, тоже начинают строить, изучают, учатся. Ну и подписывайтесь на канал. Впереди у нас много чего интересного. В следующей серии будем собирать, возможно, лаги. У нас будет еще лаги 50×200. Потом еще одна серия будет. Будем собирать террасную доску. И я думаю, еще что-нибудь придумаем. Может, зашьем цоколь вместе с домом. Поэтому, друзья, обязательно следите за каналом. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, друзья. Ссылка есть в описании. Туда я публикую сразу моменты. Вот сейчас я снимаю ролик, я еще не монтировал, но я уже что-то залил в Инстаграм. Ну, тоже народ следит, интересуется, смотрит. Кто-то хочет получать информацию моментально сразу. Поэтому у кого есть Инста, тоже подписывайтесь, следите. Я стараюсь отвечать на все комментарии и буду каждому рад. Еще раз спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, я пойду немножечко поработаю и увидимся в следующей серии. Всем пока-пока!